virus started, but it was the people who made the world the way it is. The city. Make him talk. Всем привет, с вами вновь Антон Логинов, и я 4 часа поиграл в Dying Light 2. Techland, они устроили офлайновую презентацию в Москве, что сейчас редко, и было очень приятно выбраться наконец-таки из дома на игровое мероприятие. Последние 2 года, сами понимаете, их не особо бывает. Ну и в принципе, сам Dying Light 2 я жду, хотя в последнее время, с меньшим энтузиазмом, потому что игра много раз откладывалась. Прикоснуться к ней было важно. Почему? Потому что первая часть, она была, понятно, там с недостатками, много где кривая косая, но обособленная, уникальная по-своему игра. Паркур, зомби-хоррор, с РПГ-элементами, кооперативом. Такой очень крутой продолжатель идей, начатых в Dead Island, которые наконец-таки начали в ней работать. И с тех пор, время летит. Прошло 6 лет. И все эти 6 лет Techland делал Dying Light 2. Let's check and see. И как ни печально осознавать, этой игре идет как на пользу, так и в минус. Я всегда говорю, что разработка таких больших проектов — это большой риск, и я испытываю огромное уважение к разработчикам, которые все, что заработали на первой части, а они заработали очень много, игра продалась по-моему, 16-18 миллионов копий. Видно, что они, как и авторы Ведьмака, все эти деньги прям вбухивают в следующий проект. Со второй частью они пошли ва-банк. Это теперь не просто, экшен с элементами РПГ, а во многом, по многим признакам, полноценный РПГ. Для этого даже потянули некоторых сценаристов Ведьмака 3, чтобы они писали квесты, писали истории, наводняли этот мир персонажами. Where did you come from, handsome? Вы, наверное, уже слышали рассказы разработчиков о том, что еще сюжет нелинейный, от выбора игрока меняется целиком город, этот зараженный зомби, что, оставаясь таким экшеном от первого лица, она, по сути, становится полноценной РПГ. И все эти годы они потратили на воплощение этой идеи игры мечты, которая всему миру покажет и прям поставит их на одну карту с CD Projekt. You're about to turn. Get into the light fast. И сейчас, к сожалению, это проекту немножечко боком выходит. И вы можете догадаться, почему визуально игра устаревает прямо на глазах. И в текущей ситуации, конечно, можно понять разработчиков, Next Gen еще не у всех. Основная инсталл-база игроков — это PlayStation 4 и карты 10 серии. Вполне можно понять, почему они метят в эту аудиторию игроков. Но проблема в том, что в этом году было огромное количество безумно красивых игр, которые, кроссгенные, но они уже вовсю задействовали возможности Next Gen, и мы видели охренительное освещение, и, в общем-то, такой приятный, пускай не гиперскачок, но приятный скачок в графике. И после всех игр 2021 и особенно осени, конечно, Dying Light смотрится очень олдово, как путешествие на 5 лет назад. А я напомню, что выходит он в следующем году, и прямо там рядом с Horizon Forbidden West и другими громкими играми, которые, естественно, будут очень красивыми, и мне немножечко проект становится жалко. Тем более, что обратная сторона этих амбиций, она не то чтобы впечатляет, но выглядит весьма интересно. Мир Dying Light 2, он дает реально это ощущение RPG. То есть у тебя огромные открытые пространства, будут несколько районов города. В этих районах города находятся разные поселения, выживших, которые живут в основном на крышах или в каких-то больших инфраструктурных объектах. Более того, со времен первой части случился постапокалипсис, выживших все меньше, и общество деградирует. Естественно, фракции разделились по взглядам на жизнь, по настроениям, по цивилизованности, и все друг другу строят козни. И главное, что делает Dying Light круто по сравнению с первой частью,
части — это worldbuilding и погружение в него. То есть ты везде бродишь, приходишь на локацию, а там тебе вот как в RPG. NPC, у всех свои заботы, квесты, частные просьбы. Вот человек пропал, сходи его найди. И по райтингу, и по смыслу. Видно, что некоторые люди из CD Projekt над этим работали, потому что появилось огромное количество таких иммерсивных квестов, когда не столько геймплей и неожиданные ситуации, сколько тебя сама история увлекает. Вот какой-то там мальчик пропал, ты его идешь искать, дожидаешься ночи, проникаешь в гнездо к зомбиам, которые ночью разбредаются из гнезд, днем туда лучше не соваться, начинаешь исследовать окружение, искать улики, там по цепочке приходишь к нужному месту, находишь этого пацана, вместе вы окунаетесь в другие приключения, и куда бы ты ни пошел, что-то происходит, да, вот в какие-то истории ты влипаешь, случаются рандомные ивенты, какие-нибудь гопники в подворотне на тебя нападают, а вот ты идешь по пути в магазинчик, а тебя попросили в нем детали забрать, или конвой какой-то военный разбитый, ты в нем копошишься, тоже что-то находишь для какого-то персонажа. То есть у тебя такое идет очень плотное сюжетное взаимодействие с этим окружающим миром. Это классно, и видно, что в этом много работы. И в результате очень сильно атмосфера отличается от первой части, в том, что ты чувствуешь, что этот мир живет. Тебе интересно делать по нему шаги, исследовать. Это все круто. We got company. Дальше начинаются вопросы, потому что не только сюжетная это РПГ. В принципе, в первой части уже была прокачка. Угадайте, что добавилось во второй? Во второй, конечно же, добавились уровни противников, и вот это вся лабудень. Нужно искать предметы, собирать цветочки, крафтить все более крутое оружие с различными эффектами, и тогда монстры с циферками будут не страшны. Ну а ночь, когда наступают, на улицу выходят особо злостные мутанты, и, может быть, это вот начальный эпизоды игры, но того ужаса трепещущего, который был в первой части, они не вселяют. Наоборот, они даже тебе подсвечиваются, что вот там вот опасный чувак, ты его валишь и даже с него поднимаешь полезные ресурсы. Еще ночью добавили своеобразный выживач. Герой у нас медленно превращается в зомби, есть индикаторы уровня заражения, и вне освещенных ультрафиолетом мест он начинает ползти вверх. Добавить времени до превращения в зомби можно, обдолбавшись различными медицинскими препаратами и грибами. В общем, пока на эту тему делать выводы рано, ну, конечно, это вызывает некую настороженность. Я все-таки люблю, когда экшен становится РПГ по части сюжетной, но не когда он становится с циферками, да, и вот этим всем. Следующий момент, который меня, так скажем, озадачил, это масштабы. Дело в том, что, ну вот мне так показалось, по крайней мере сейчас, что во второй части масштабы зданий и вообще окружающего мира уменьшены. Ну вот помните, как у нас в Ассасине? Сначала Ассасины были маленькие, потом на этапе Unity, Syndicate их разработчики стали делать все здания и мир один в один. И в итоге он очень реалистично ощущался. Правда, в Origins и в остальных потом снова все уменьшили. То есть игрок в пропорциях он больше по масштабу, чем вот все, что его окружает. И здесь это чувствуется. В первой части был охренительный фоф, охренительный эффект погружения. Что ты прям вот паркурист, который по реальному городу лазит. И здесь мне показалось, что все как-то поменьше и более игрушечное. Но при этом сама система паркура охренительная. Ее прям прокачали. Герой гораздо больше чего умеет. И теперь тебе нужно ранить. То есть если в первой части у нас там добавлялись перекаты и прочее, то теперь игра прям считает, когда ты вовремя нажимаешь там кнопку прыжка, да, зацепиться, она раскачивает героя, он становится быстрее, и если вот ты бежишь и на ходу правильные решения принимаешь, то ты просто летишь по этому городу. Очень классное ощущение от паркура. Но не сразу. Вот именно когда научишься с этой системой взаимодействовать, тогда становится круто. И прям нужно планировать свои действия. Ну и вообще дизайн окружения, он теперь напоминает приключенческие игры. В общем-то, даже вышки из Far Cry завезли. Что касается боевой системы, то, ну, наворотили всякие сцепки, блоки, постоянно взаимодействуешь, как в первой части, с окружением, плюс везде какие-то следы конфликтов, зомби, проткнутые копьями, которые ты можешь взять и метнуть в них, увороты, перехваты и прочие финты. Ну, в общем, как и в первой части, только более навороченная.
Оценить всю систему за 4 часа с нулевым персонажем, конечно, невозможно. Влияние выбора на город тоже пока что не удалось оценить, потому что в предложенном эпизоде твой выбор влияет на появление совсем уж мелких объектов вроде зиплайнов, чтобы быстрее по окружению перемещаться. Конечно, рано здесь окончательные выводы делать, но вот факт один точно есть. Визуально, к сожалению, игра устарела, а все остальное, надо уже в полную версию играть, как там сюжет разовьется, как твои решения будут менять, насколько будет работать вся эта RPG-система, не только сюжетная, да, но и игровая. Я со счетов не сбрасываю. Мне, в принципе, проект по-прежнему нравится, и сейчас за последний год там много друзей моих присоединилось к Техленду, поэтому я, наверное, за них даже болею. А что выйдет, как получится, посмотрим в следующем году. Надеюсь, что Horizon и остальные игры не сильно затмят Dying Light. На этом у меня сегодня все. Лайки туда, больше лайков, больше внимания делать новые видео. Подписывайтесь, если впервые здесь, и пишите, как вам увиденное. Увидимся совсем скоро, через несколько секунд, если нажмете на какой-нибудь другой ролик.